Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале про NFT Games, и в последнее время было очень много запросов на обзор бюджетной колоды в пределах $100 по игре Era 7. И как говорится, вы просили, мы сделали. Итак, в этом видео я покажу ключевые бюджетные связки фракций природы и инферно, покажу основные принципы формирования колоды, на ваших глазах сформирую колоду за $100 и наглядно покажу, как работают некоторые связки в деле. Тетрадку и ручку готовить не надо, потому что все будет в таблице. В общем, ставьте лайк авансом, стучите в колокол, а мы начинаем. Итак, перед началом напомню про то, что у нас недавно на канале был розыгрыш $60 среди наших подписчиков. Розыгрыш уже закончился вчера. Итоги пока я не подводил. Подведу либо на стриме в выходные, если буду делать. В общем, следите за анонсом. Либо же проведу, запишу это все в записи и в следующем видео добавлю. Итак, друзья мои, как же сформировать колоду бюджетную за $100? Ну, во-первых, я вам хочу презентовать вот такую Google табличку. Ссылочка и доступ будет, как обычно, в описании к видео, также в нашем телеграм-канале. В общем, что из себя представляет табличка? Во-первых, я перевел все карты на русский, точнее не все, пока я взял Inferno и Zen, и взял только основные, на мой взгляд, карты, и их вот перевел на русский язык, значение, чтобы тем, кто вот, в английском не понимает, чтобы было понятно, что за карты, какие у них свойства и так далее. Дальше сделал небольшим бонусом статистику по призывам, чуть попозже расскажу все это, как работает. Ребят, единственное, что вот сейчас хочу вначале сказать, почему я вот сейчас сделал две фракции только и показываю вам. Потому что на самом деле времени это отнимает очень много у меня, да. А я не знаю, будет ли эта таблица полезна вам или не будет. Может быть, вы скажете: да чувак, ты что, кому эта таблица нужна, ты там свое время зря потратил, она вообще бесполезная оказалась. Поэтому давайте, ребята, так. Вот если видео вот это мое наберет 200 лайков и 100 комментариев, я тогда эту табличку полностью заполню, возьму все карты, заморочусь, переведу на русский. Вот видите, я тут стоимость все указал, там, как это работает, чуть позже все расскажу. В общем, сделаю все тогда фракции, которые есть, все карты, все это, в общем, как говорится, заморочусь и до конца сделаю уже полноценную рабочую таблицу. Это вот ваши лайки и комментарии, это будет мне как мотивация продолжить мою работу. Если я увижу, что она вам действительно полезна, эта табличка, тогда, конечно, я уже замотивируюсь и закончу. Как пользоваться таблицей и основные правила формирования колоды, любой, бюджетной, небюджетной. Итак, поехали, смотрите, что есть в этой табличке. Во-первых, бонусом я здесь добавил, кому надо пользуйтесь, кому не надо не пользуйтесь, табличку по призыву. Если у вас мастер-карта есть, вы призываете. Значит, вот сюда пишите там название ее, там какого она уровня и так далее, да. Вот здесь вот пишите призывы, вот видите, я здесь пишу, вот там 9 призывов сделали, записали. Сколько вам дали редких карт из этих 9, вот видите, первый у меня был 7, там эпических 2, легендарных 0. И все сюда вписываете, сколько вам дают редких, сколько эпических, сколько легендарных. И вот здесь вам автоматически высчитается процентаж. Процентаж, то есть выпадение редких карт. Вот видите, я 19 вскрыл с этой мастер-карты, да, получил 14 редких, 5 эпических, и вот мои, собственно говоря, проценты. А должны быть вот такие проценты. И, соответственно, сейчас я вижу, что в моменте я по эпическим картам не добираю. То есть у меня должно быть больше эпических карт. Соответственно, я в ближайшем будущем ожидаю большее поступление эпических карт. Вот, а здесь вот самое интересное, что здесь. Здесь показывает, сколько мне осталось карт до легендарной. То есть, надо понимать, конечно, что это все в теории вероятности, в математических расчетах. То есть, вот я должен был легендарную карту получить
2 призыва назад, условно говоря. Ну, это мне подсказывает о том, что вот скоро-скоро я уже жду легендарную карту. Далее, сюда вписываете, я прям заморочился, и стоимость карт, вот какую там редкую получил, прям смотрю на рынке, сколько она стоит, и сюда ее вписываю, и таким образом она мне, табличка, автоматически считает мой доход с этой мастер-карты. Ну, вот здесь средняя цена, я ее там могу где-то потом в будущем использовать, да. И сколько вот я, допустим, здесь пишете стоимость, почем вы эту карту взяли. И вот здесь вот прибыль, да, вот, ну, на данный момент вот в этом примере $427 минус, да, пока что. Ну, всего было 19 призывов. Итак, это, ребят, бонусом. Теперь, собственно, приступаем к самому основному, что у нас есть. Есть у нас, смотрите, как я говорил ранее, описание 2 фракций Inferno и Zen. Сразу скажу, что здесь карты не все, здесь только те, которые, ну, на мой взгляд, являются полезными, которые я вот использую в связках, или там с которыми связки я где-то видел у других игроков или в компаниях и так далее. Смотрим, что здесь есть. Вот здесь название карты, я ее оставил на английском, чтобы вы ее могли, вам было ее в случае чего найти было легче и так далее. Вот здесь они все распределены по мане. Вот 1 мана, 2, 3 и так далее. Вот здесь, смотрите, если она синяя, это редкая. Если вот такого цвета, это эпическая. И вот таким цветом выкрашены легендарные карты. Да? Вот. И, собственно говоря, вот такой цвет, это я его просто обозначил как Inferno. Да? Вот если посмотрите Zen у меня зеленый. Это когда потом связочки формируем или колоду, удобно визуально смотреть. Да? В будущем нам пригодится. Дальше сила на 1 уровне карты и сила на 4 уровне карты. То есть 2, 3 я пропустил, потому что уже и так слишком много времени занимает. Вот, итак, сила, смотрим, 2 сила, 1 хп. Ну, как в принципе в игре, да. Первое идет сила, 2 хп. И здесь способность на 1 уровне и способность на 4 уровне. И вот можно прочитать, когда любой герой использует чардж, то карта делает 3 дамаджа этому герою. Ну вот, собственно говоря, все понятно. Ребята, если как бы непонятно что-то вам, все равно пишите в комментариях, я буду эту табличку как-то модерировать, да, добавлять что-то, чтобы делать понятнее. Если вам надо, допустим, описание charge, что такое там, что такое, не знаю, heritage, trample и так далее, тоже пишите, кому, если будет много, тем, кому непонятно, я сделаю, может быть, одну отдельную какую-то сноску, где эти все обозначения пропишу. А пока вот так. Да, ну и здесь я взял рыночную стоимость всех этих карт, прописал, чтобы было удобно нам составлять колоду и чтобы мы сразу понимали, сколько эта колода будет стоить. Итак, вот у нас есть Inferno, вот у нас есть Zen. То же самое по Zen. Теперь, далее, что нам нужно? Ребят, сразу скажу, что задачи у меня нет, вот вам сейчас показать за $100 какую-то там колоду, которая будет всех рвать, в которой вы там залетите в топ 500 или там в топ 1000 или еще в какой-то топ. Нет, такой задачи нет. Почему? Потому что, ребят, нет здесь универсальной колоды. Если она каким-то образом появится, какая-то универсальная колода, которая будет всех мочить, да, то, скорее всего, или ее ребалансируют, да, вы на голосование, я так понимаю, я так думаю, что голосование теперь будет каждый месяц проходить. Либо сделают быстренько какую-то контрсвязку на нее. Ну, то есть такого как бы в игре не может быть, что одна колода, там какая-то там топовая связка всех рвет. Нет, на каждую связку есть контрсвязка. То есть вот это надо понимать. Здесь же моя задача вас научить, чтобы вы сами могли формировать колоды, потому что колоды нужно будет всегда тасовать, всегда менять. Сейчас работает одно, завтра будет работать другое, послезавтра там сделают ребаланс, то, что работало раньше, не работает, то, что там что-то новое работает, понимаете? Поэтому я сейчас, моя задача здесь вам показать пособие и научить, как формировать колоды, то есть основные принципы. Вот, и эта табличка, ну, надеюсь, будет вам полезна именно вот в этом занятии, формировании колоды. Итак, связки теперь. Смотрите, вот здесь во вкладочке связки я накидал тут несколько бюджетненьких связок, которые я вот как бы встречал, некоторые сам использую, некоторые у противников встречал. Связки здесь только, еще раз повторюсь, Inferno и природа, да. Вот, ну, первая связка, это сломанная она на бамбуках. Да, ее, наверное, все знают, заюзанная связка, самая популярная, самая рабочая из бюджетных.
То есть здесь в основе бамбук, да, который, когда получает Heritage, добавляет себе силу и делает 3 дамага случайному врагу. То есть он в основе, остальные все, собственно, предназначены для того, чтобы этому бамбуку Heritage вовремя дать. И здесь есть одна эпическая карта Bamboo Woods, которая призывает 3 бамбуков, там одного в точку, которую вы указываете, и еще 2 там рандомно. То есть, ну и вот None of Cloud, 4 мана, да, там он наш 3 Heritage и удваивает хп еще, плюс ко всему. То есть, ну вот такая вот связочка рабочая, я ее, скажу, не использую сам, но в боях в ранговых встречаю такую связку очень и очень часто. Вот здесь сразу, то есть, берете отсюда прям, какие вам карты нужны, прям вот так строчечкой, да, вот я вам сейчас пример покажу, вот так раз сюда, скопировали. Вот, например, вы хотите свою связку какую-то, вот этого чувачка там добавили, условно я сейчас делаю, да, там вот этого, там, опа, лишнее нажал, не ту кнопочку, вот это, например, добавили, да, вот, связочка, к примеру, да, сразу вот эти формулы сюда подтянули, вот так, подтянули формулу, там, сколько вам сюда надо карт, там, раз, например, вот эту сюда копируем, формулу, да, показываю, как это делается. Ну и все, вот она. Она вам сразу посчитала, сколько вам эта связка, условно говоря, обойдется, да. Вот, все. Вот так это делается, да. Ну, это я удалю пример. Вот так я это и делал, чтобы вы понимали. Вот, дальше, смотрите. Какая еще связка? Ну, то есть, эта связка, вот я ее думаю так, примерно 2 вот эти, 2 вот эти, 2 вот эти, одна эпическая и одна вот эта. Она вам обойдется в $43, эта связка. Да? Вторая связка, которая очень хорошая, я вам сейчас покажу. Так, подождите, это вот удалю сразу. Вторая связочка, смотрите, которую я вам хочу показать, тоже природа, чистая природа, хорошая связка, но она, так скажем, более поздней маны, 4-я и 6-я, это вот этот товарищ None of Cloud и Pine Village Pro. Я вам их сейчас покажу в деле, я эту связку использую, и она мне прям несколько боев затащила. В чем смысл? То есть вот этот чувачок, да, это такая свинья с лопатой большая там, вот, или там, то он, не знаю, не свинья, неважно, короче говоря. Вот, он, когда получает Heritage, добавляет себе +2/+2. И трампл, что самое важное, да, трампл это когда он бьет там насквозь, первое здоровье кончается, он второму бьет, второй кончается, третий, там третий кончается, в морду бьет. Вот. И, собственно говоря, мы ставим вот этого сначала шестерку вот этого вот вилладжа, да, про вот этого вот лопатчика, да, и рядом с ним вот этого четверочку, который аж Heritage 3, и у него, видите, немного совсем хп, то есть его сносят. Он передает Heritage вот этому лопатчику, лопатчик звереет и начинает просто там, я вам покажу, как это работает, у меня один бой, мне удалось его записать как раз, я вам покажу, короче, как это работает немножко позже, но связочка, смотрите, стоит всего $10, но работает бомбически просто, вот просто бомбически. Вот еще связочка от Inferno у нас есть, да, это, ну вот, почитайте, да, это вот эти вот, как гуськи такие, не знаю, как их назвать, короче, гусек, сова я его называю, вот, этот, когда в морду бьют, неважно кто бьет, он добавляет себе силы, вот этот там с 50% шансом добавляет силу и хп, да. Собственно говоря, вот они двое калашматят морду, двое растут как на дрожжах. Еще у нас тут добавляется Firestorm, который помимо того, что ряд там сносит, еще в морду бьет. А те двое апгрейдятся при этом. И вот этот то же самое, Thunderstorm, там мочит по ряду, бьет в морду, а те два еще апгрейдятся. Ну, вот такая связочка работает. Где-то примерно, я думаю, чтобы она работала нормально, тоже 7 карт надо иметь. Стоит $35, да. Ну, и вот это уже я ее не бюджетная, это топ-связка. Это топ-связка, не бюджетная, но я ее сюда включил, чтобы вы знали. Это вот этот товарищ Blood Rust Сили, который трампл, и когда в морду бьет, +1/+1 на первом уровне и +1/+2 на 4-м уровне. То есть вот этого ставим четверочку, за ним накидываем протектив ему сразу от, это видите, комбо-связка, как раз Inferno плюс природа. Накидываем ему протектив, который ему дает +4/+4 и Hexproof. Hexproof, что такое, кто не знает, это все. Когда ты получаешь Hexproof, тебя уже вражеская магия, вот эти
Тандерболты, Фаерстормы, всякие, кто карту обратно в руку скидывают, короче говоря, всякие прямые уроны, ничего тебя не берет. Никакой там мороз на тебя не действует, ничего, короче говоря. Тебя теперь можно убить только прямым уроном. Только прямым уроном. А он, смотрите, отхиливает сам себя. Плюс вот это ему плюс 4-4 дала. Плюс у него трампл. И все. И это становится монстр. К этому еще добавляете, например, вот здесь вот есть Zen Hit, да, который ему дает двойной удар. И все. Он просто вот, 90% шансов, что вы выиграете там соперника, если вам вот эта вот связка выпала. Вот, ребят, про связочки рассказал. Это вот базовые из тех, что я знаю. Еще раз повторюсь, ребят, если вам зашла эта таблица, зашел такой формат, давайте ставьте лайки, комментарии. 200 лайков набираем и 100 комментариев. Я буду дальше копать в этом направлении, искать еще какие-то новые связки, постоянно эту табличку модерировать, улучшать, переводить на русский, остальные фракции добавлю и так далее. Также, если у кого-то есть интересные связочки, тоже добавляйте в Telegram, пишите, будем вместе это все делать, ребят. Вот, и еще, если есть среди вас вдруг какие-то программисты, которые смогут спарсить цены с рынка и подтянуть, чтобы она автоматом, например, сюда цена подтягивалась, да, с рынка. Вот это вообще будет песня, ребят. Если кто-то из вас может это сделать, пишите прям мне в личку сразу. Я не знаю, думаю, что сообщество будет очень благодарно. Или там за какие-то деньги я там готов даже заплатить, если кто-то это сделает, там за какие-то вменяемые деньги. Пожалуйста, пишите в личку. Вот, а мы с вами давайте начнем формировать колоду, как говорится, в прямом эфире. Ну давайте вот сразу вот эти связочки возьмем. Сразу вот так вот их берем, ребят, копируем. Вот так вот связочки, какие вам нравятся, сюда повставляли, посчитали, прикинули, подходит, вам нравится. Все, формируем колоду. Вот специально здесь есть вкладочка. Вот сюда добавляем. Так, все, оно посчиталось. Сразу все посчиталось нам. Так, денежка наша, да. Так, формулы, секундочку проверю. Все, есть, окей. Давайте вот эту связочку добавим, да, сюда. Добавим сюда, давайте мы, наверное, как я говорил, вот этого товарища. Так, добавляем сюда вот этого товарища обязательно. Так, троечка, да? Только вот сюда тогда его... Так, вставляем его вот сюда. Так, сюда троечку вставляем. Так, вот троечку у нас мало, надо добавить... Давай, вот у нас троечки вот здесь как раз есть. Вот здесь у нас троечка есть. Firestorm, Thunderstorm. Посмотрим, сейчас выйдет на 100 баксов такая колода у нас. Или нет. Так, я просто так скопировать. Так, тройки, четверки. Давайте вот так сделаем. Так, раз, два, чтобы у нас все по порядочку. От меньшей маны к большей мане шло. Вот так вот сделаем. Давайте вот эту связочку вот базовую вставим, да, сюда. Так. Вот это берем. Берем. Так, берем вот это. Так, троечка, четверочка. Так, нам еще бы, наверное, двоечки нужны, да. Так, вот эту одну. Так, одну. Так, смотрим, сколько у нас уже. Так, вот уже у нас 15 карт. Давайте сначала связочки тогда, окей. Так, вот Thunderstorm добавим, давайте. А потом посмотрим, что нам не хватает. Так, ну вот это вот не буду использовать я, да. Вот этого добавим. Ну, поскольку она у нас такая бюджетная, лего мы здесь не используем, поэтому вот здесь, наверное, 2 поставим карты. Все, связки добавили. В итоге у нас 18 карт, да. Сколько она у нас уже? Так, давайте засуммируем этот столбечек. Сколько она у нас по деньгам? $90. Ну, окей. Окей, давайте мы сюда еще добавим вот этого. Наверное, смотрите, есть козелочек здесь хорошенький.
козелочек, я его так называю, вот этот вот, да, который нам отхиливает хп. Потому что если нас будут бить, он нам пригодится, пятерочку. Так, пятерочка, вот это. Так, давайте посмотрим, что у нас этот бамбуков 2 зен. Троек у нас мало. Так, козелочка одного добавим. Так, давайте думать дальше, как нам $100 уложиться. Ну, остальных придется, да, наверное... Так, тройки нам нужны, тройки. Вот смотрите, у нас двойки есть, да, двойки. Ну, то есть походить есть чем. Две этих, плюс Black Bamboo. А, вот еще что я забыл. Давайте мы еще сюда добавим. Вот эта карта здесь у природы хорошая, обязательно. Торнадо. Торнадо обязательно нам надо сюда добавить, чтобы, если нам поставят какого-нибудь монстрика, чтобы мы его вовремя могли убрать. Торнадо, ну вот $96 у нас, да, уже вышло. Так, козелочка давайте переместим. На пятерочке он у нас. На пятерочки. Так, смотрите. Так, тройки нам нужны. Тройки. Ну, тройки, смотрите, вот если у вас прям $100 ограничено, да, ну, тогда, наверное, из троек, давайте вот этого добавим, да, хороший товарищ, он нам карту будет тянуть, но вот этих бы 2 добавить, да, вот сейчас троечки вот сюда добавим, давайте, потому что троечек у нас мало. Вот этого, да, то есть он нам карты тянет, и у него хп хорошее, он как бы в защиту тоже там нашу морду, если что, прикроет. Да, вот этих вот бы 2 карты я поставил. Так, 2 карты поставил бы я. $101. Итак, $101. Вот мы свой бюджет и исчерпали. И еще у нас 8 карт. А еще одну нам карту нужна. Ребят, чуть-чуть я из бюджета выйду, потому что без этой карты мы никуда не делаем. Вот посмотрите, вот этот Silver Mouse, это вообще монстр. Это просто монстр. 8. Смотрите, стоит копейки, $3. Но он на выходе делает на первом уровне 3 дамага всем врагам противоположного ряда. Плюс, когда кто-то умирает, он еще бафится. То есть, вот смотрите, если сравнить вот этого за $3 и легендарку, вот Infernal Magnum за 54, то вот этот вот, ну, даже круче, наверное, чем Infernal Magma в некоторых случаях будет. Поэтому он у нас must have. Он будет решать. В некоторых боях он может серьезно зарешать. Вот его возьмем одну карту. Так. Ну вот $104, да. И еще нам надо 7 карт. 7 карт, ребят. Ну, уже если вот у вас $100 ограниченный бюджет, тогда добирайтесь из бесплатных. Да, из бесплатных, кого нам не хватает. Нам не хватает сюда одну троечку бойца. Давайте я сформирую из платных, чуть-чуть бюджет превышу. Я добавлю сюда Swords Guardian, который бьет по морде и бафит всех. Вот смотрите. Swords. Ну, то есть вы можете добавлять там, как бы говоря, уже что угодно на ваш вкус. Просто мне вот этот нравится, в зависимости от вашей стратегии и тактики, как вы будете играть. То есть, если вы сразу на морду налетаете, ставьте этого. Если вы как бы больше защитную тактику, ставьте вот этого, там, Тестудо ставьте, манка вот этого, или там деревья какие-то, или там, ну, из бесплатных карт, смотрите, кто там есть, да. Мне просто этот по душе, я его ставлю. Это не значит, что вот вам надо там копировать и вот прям так и использовать, да? Так. Кого нам не хватает? 6, 7, 8 есть, 5, 4, 2, 1 бамбуца, 1, 4. Ну, знаете, если бюджет, вот давайте, чтобы быть прям, ладно, в $100 ограничиться, давайте мы вот эту карту уберем и заменим ее на
заменим ее на... заменим ее, давайте, знаете, на что? Есть хороший у нас теряет карту. Давайте вот этого поставим. Давайте вот этого поставим вместо Bamboo Woods. Давайте все-таки хорошо сделаю я на $100, как вам и обещал. Конечно, без Bamboo Woods будет хуже немножко. Вот так, одного этого давайте добавим. И коли у нас бюджет появился, давайте-ка мы добавим еще пятерку. Пятерку давайте мы вот эту добавим. Вот этого батчера. Он по всем врагам делает дамаг. Одну давайте его добавим. Так. Ну, вот Thunderstorm нам не вписывается. Ну, Thunderstorm хороший, да. И еще нам осталось 5, да, 5 карт. Давайте думаем. Так, двойки есть. Кем походить есть, да. Ну, давайте посмотрим, да. Кого мы еще дешевенького можем поставить. Дешевенького забирает карту врага. Так. Сейчас, так. Вот в прямом эфире мы с вами собираем колоду. Так. Харикейн. Давайте вот так сделаем, смотрите. Давайте мы тогда, коли прям в $100 мы уперлись в бюджет, тогда, наверное, нам не хватит, чтобы прям сформировать. Давайте Thunderstorm тогда мы уберем. Вместо нее мы поставим вот эту вот Харикейн. Она целый ряд возвращает в руку противника, да, вместо Thunderstorm. Ну вот видите, я вам просто сейчас показываю наглядно, как надо формировать свою колоду. А дальше уже там свой бюджет определите и, пожалуйста, вот так вот формируйте, тестируйте, потом ее собираете, соответственно, и прямо с таблички уже удобно вам собирать, какие вам карты нужны на рынке, покупаете, сколько, собираете и ее тестируйте. Если она вам зашла, понравилась, тогда апгрейдите. Еще 5 карт, и вот у нас появился бюджет. Бюджет у нас появился. Давайте мы добавим тогда, коли у нас бюджет появился, мы добавим. Вот эту добавим, давайте. Хорошая штука. Так. Давайте мы добавим Pool of Crime 2. Вот этих два. Окей. Ну вот этого давайте добавим. Хороший товарищ. И еще 3 карты. 3 карты бамбуктор надо. Давайте двоечку какую-нибудь добавим. Давайте какую-нибудь двоечку из Инферно добавим. Ну, Скул Крашера мы не потянем. Давайте вот Дикого Глаза добавим. Evil Eye. Да. Сюда вот к бойцам, да. Потому что иначе нам ходить будет начинать неким. Давайте вот сюда вот этого добавим. Так, 2 или 1. 2 или 1. Так, ну вот у нас, да, получается 6 двоек, да, походить есть чем. Так, тройки раз. Так, троек нормально хватает. Четверки вроде так, четверок бойцов мало у нас, да. Мало кто нам будет прям долбасить. Давайте какую-нибудь четверочку бойца хорошего возьмем, да. Это может быть кто быть у нас. 2, 3 или пятерку лучше. Ну-ка, пятерок у нас мало, да. Да, у нас пятерок, кстати, совсем мало. 3 пятерки у нас. 3 пятерки.
Давайте посмотрим пятерки. Фангет у нас, да? Угу. Давайте нам нужен какой-нибудь, да, кто будет нас бить. Нам бить, точнее. Так. Четверку. В общем, так. Фангет. Давайте-ка мы добавим... Ну, здесь вот смотрите, надо тестировать. Я, если честно, этой колодой сам не играл. У меня похожая колода, но там в основе у меня другое лежит. Поэтому, ну, тестируйте. Вот сделали, протестировали, что-то добавить, что-то убрать. Я вот, если честно, сомневаюсь сюда. Или надо какого-то, вот, я чувствую, бойца такого, дамадж-дилера добавить, да, кто вот, собственно говоря, будет морду-то чистить. Ну, вот у нас есть вот эта шестерка, да, которая, если надо, хорошо зачистит. Или же, ну, сейчас я добавлю, наверное, все-таки, давайте вот этого добавлю, Courage Teacher, который нашего соседнего союзника, если что, забафит. Как раз он ему даст урона. Вот, собственно, друзья, как раз мы ровно в $100 уложились, как и было обещано в анонсе. Вот, $99 наша колода, нам вот эта вот колода обойдется. Собственно говоря, вот 30 карт. Ну, что я вот про эту колоду, которую я вот тут сейчас за 2 минуты на скорую руку собрал, что могу сказать? Она, ну, я в сомнениях. Либо вот добавить сюда дамадж-дилера какого-то, можно убрать, может быть, вот эту карту, добавить какого-то бойца. Если у вас есть там еще $20 докинуть, то вообще супер. Какого-нибудь вот этого бы я добавил, да, конечно. Если бы еще 20-ка у меня здесь была, я бы добавил вот этого. За 20-ку бы прям поставил его, а лучше парочку. Вот. Если нет 20-ки, тогда ну, посмотреть какого-то из бьющего, да, вот, или вот этого опять взять, или вот этого посмотреть, ну, этот не бьющий, да, или вот этого, может быть, там, ну, он чуть подешевле посмотреть его, да, ну, или вот этого, да, ну, я сомневаюсь, может быть и так будет, потому что мы, видите, как бы сделали бюджетно, у нас есть Courage Teacher, который, если что, добавит нам соседнему союзнику хорошую атаку. Ну, в общем, если эту связку собирать, дальше что с ней делать? Берете, собираете, идете, тестируете. Тестируете сначала на компании. Берете там компанию какого-то босса, где-то боев 20 прогнали. Смотрите, как работает, что не хватает. Может быть, вам дамадж-дилера не хватит. Может быть, наоборот, хватит, дамадж-дилеров хватает, не хватает какого-то подхила или какого-то там контроля. Какую-то карту убираете, добавляете и так далее, начинаете. Если все ок, начинаете ее по уровню там потом поднимать, ну и так далее, ранговые матчи и так далее. Ну, а сейчас давайте я вам покажу, как работает вот эта связка в деле. То есть вот как раз та колода, которая у нас появилась, в основе лежит, то есть расчет на вот этого вот товарища, что он будет как бы там рубить. Итак, давайте посмотрим. Ну, давайте посмотрим бой. Я с недавнего времени все свои бои записываю, потом анализирую ошибки и так далее, Ну, собственно, здесь вот посмотрите, сейчас как раз играют те карты, которые вот только что я подобавлял все в колоду. Вот видите, соперник у меня с легендаркой, у него на старте 40 хп, у меня 37. Соперник довольно-таки сильный, я сейчас там за топ-200 борюсь, тут такие бои жаркие. Кому интересно, пишите в комментариях, я засниму, может быть, отдельный ролик, у меня все бои записаны, тут прям жара жарой. Ну и вот смотрите, собственно, связка, про которую я вам только что рассказывал, вот этот, не свинья, медведь, я извиняюсь, свиньей назвал почему-то, а это, оказывается, медведь с лопатой. Вот он, видите, мне выпал, на старте я его сначала скипнул, вот он у меня как раз четверка, этот None of Cloud, и медведь с лопатой вышел. Вот смотрите как раз... что будет дальше. Вот этот козелок, который у нас тоже с вами есть в колоде, я его поставил вперед, он мне хпшку восстановил, потому что этот поставил сразу, соперник поставил сразу легу на старте. Видите, вот эта тетенька на коне, она очень мощная.
Ну здесь, да, у меня еще, конечно, Protective Animation, по-моему, да, сыграл. Сейчас посмотрим. Ну вот он, смотрите, начал свою работу. А этот поставил кабанов своих. Вот эти кабаны дикие, они просто дико плодятся. А я ему вот Харикейн. Харикейн тоже в нашей колоде есть. И ставлю, вот смотрите, вот она моя связочка как сработала. Я ему ставлю Nano of Cloud. Он мне сразу, видите, удвоил защиту. Защиту моему. И вот он, все, Азверину хапнул. И пойдет он сейчас всех тут трамбить. Ну, единственное, что, конечно, да, вот я сейчас использую пятерку, вот этот, да, Protective. У нас ее нет с вами в бюджетной колоде, но, извините меня, вы когда будете начинать, и рейтинг у вас будет не топ-200, там, если вы будете за топ-1000 там бороться, то вам легендарку вот так на старте тоже мало кто выкатит, да, которая, вот, видите, он ее там до 10 прокачнул сходу. Вот мы ему вторую порцию Азверина дали, и вот он пошел работать. И смотрите, как в оконцове все сейчас ляжет. Вот я ему двойной удар сделал. Двойной удар у нас тоже есть в колоде нашей бюджетной. И вот я еще здесь думал, куда этого поставить. Ну, на самом деле, это тоже есть в колоде. Я его использовал, но он вообще здесь никакой роли не сыграл. Остальные все карты, кроме Protective, все в нашей бюджетной колоде есть. Но еще раз повторюсь, что, конечно, Protective, если есть деньги, купите. Если нет, ну, на топ-1000 вам такие вот. 2 леги, смотрите, он 2 леги выкатил мне. Ангела и вот эту он мне выкатил. Понимаете? Ну, на топ-1000 такие соперники вам не будут попадаться. Ну, и вот это вот у нас есть тоже в колоде. Вот я ее ставлю, чтобы прикрыть свою морду. И вот он решает мой товарищ. Вот он его бьет, а он на нем хекспруф. Так что до свидания, я ему говорю. И раз, два, аривидерчи. Вот так вот, видите, работает связка. Получается, я, ну, по факту сработал Protective здесь. Вот этот вот медведь здесь сработал, да, ребят. И сработал, что еще? И вот моя связка. И мы победили колоду с 3 легами. Вот 2 легами. 2 леги он мне выкатил. Одну причем так выкатил, что аж... Ну, в общем, ребят, на этом, наверное, все. Еще раз, если вам табличка зашла, какую-то пользу приносит, лайк, палец вверх, стучите в колокол, пишите комментарии. Ну, в общем, надеюсь, я вам был чем-то полезен сегодня. Всем пока, до встречи на игровых полях и всем профита.